И начинаем сейчас такой расклад. Кто смотрит днем, кто смотрит вечером, кто смотрит ночью. Кто или что внезапно появится в вашей жизни. И Вивьена, которая видит с потока, ясновидящая, сейчас расскажет вам и на знаках, и на чечевице. Древнее арабское предсказание на чечевице. И мы смотрим. Всегда на песке и на чечевице смотрели определенным перышком, которые маги оговаривали. Кто или что внезапно появится в вашей жизни. В вашей жизни внезапно вдруг появятся какие-то деньги. У кого-то побольше, у кого-то поменьше. Внезапно вы даже не ожидаете и из какого источника. У кого-то это будет вдруг вернуть долг, у кого-то какая-то премия, очень различная, у кого-то даже приз. Но это будет внезапно. Внезапно произойдут какие-то, появятся деньги. И не пишите, пожалуйста, у меня одна пенсия и больше неоткуда ждать. А вы пошли в магазин, и вдруг вам дают в подарок банку консервов, потому что вы пенсионер. Это то же самое. Деньги или подарок – это денежный эквивалент. Все, что наше материальное, это и есть денежный эквивалент, и нужно понимать. Или вдруг невзначай господин Великий прибавку даст на 10 рублей. Так, что внезапно? Это что появится? Кто появится? Через тоже так 2 месяца, тут идет 2 месяца, в крайнем случае 2 недели появится, как я говорю, петух гамбургский. Тут идет, что появляется какой-то человек. Этот человек мужчина. Мужчина, для чего он появляется? Мужчина появляется для того, чтобы завершить какой-то краеугольный треугольник. Треугольник не в том смысле, как вы понимаете, то есть он, она и мы, там дружная семья. Нет, здесь человек появляется, чтобы решить какие-то конкретные задачи, которые стоят перед вами в вашей карме. То есть то, что вы должны отработать, этот человек явится для того, чтобы это свершилось. Для чего этот человек все-таки появляется? Этот человек откроет вам дорогу туда, где было закрыто. Вот кошка говорит, что так оно и есть. Потише, Васечка. У меня кошку зовут Васечка. Он открывает вам дороги. Дороги куда? Вот мы посмотрели то, что решить какие-то задачи. Да, вылетела еще одна, как я говорю, бусинка, чечевичка. Это говорит о том, что действительно этот человек проявляется к вам. И что он? Вот откроет дороги куда? Он открывает вам дороги. Он открывает вам дороги в понятии том, что жизнь это не так вот, как вы считаете. Это не так, что надо все время злиться, мстить. А вот он такой, а вот она такая, а вот они не так посмотрели, а почему у нее так много, а у меня нет, а я лучшая, а почему? Вот он даст вам понять, прими ты себя такой, как ты есть. Прими ты себя человеком. Не прими ты себя рабом, который хочет вылезти из этой норы. Прими себя человеком. И этот человек, вот, который придет, мужчина, он поднимет вас наверх вместе с собой. Вот как сейчас у нас море, сезон, и есть такой аттракцион. Вот так вдвоем становятся мужчина и женщина, и наверху, вот как наверху над водой. Так, внезапно. Внезапно, я сказала еще, внезапно появится то, что придет какой-то документ. Документ придет где-то через 3 срока. Я вам объяснила, что такое сроки. Это или, говорю, например, 3 срока. Это или 3 часа, 3 недели, 3 дня, 3 месяца, в крайнем случае 3 года. Придут какие-то документы, которые вы ждали. Но там идет такое, смотрите в документах очень внимательно, там есть какая-то маленькая заковыка или ошибка. Сразу все проследите и исправить нужно сразу. Так, у некоторых идет очень прям вдруг, не вдруг. Но это больше идет через несколько месяцев. Сам расклад мы делаем вот сейчас, начало июля. Расклады, всякие предсказания
онлайн можно смотреть в любое время, хоть через 5 лет. Они будут все равно актуальны. То есть смотреть это будет где-то к осени. Это получается, да, где-то через 3 срока. Что будет? Будет какое-то, вот прям вдруг приобретение какой-то крупной вещи. Движимое или недвижимое. И еще я могу сказать, что есть глаз на вас, кто смотрит, с глаз. Если хотите лично, пожалуйста, все мои контакты в шапке профиля. Заходите также по ссылке в группе Telegram. И можно писать еще в директ, если вы смотрите из другой сети. Так, что еще внезапно? Ну, теперь давайте посмотрим на знаках. Правда это будет или нет. Ну, так как кошка нам дала знак, всегда кошки дают знак, когда мы предсказываем, то значит так и есть. Кто или что? Давайте посмотрим, кто придет в вашу жизнь. Ну, вы придете вы сами и поймете, что вы, вот я вам сказала, что вы должны понять, что вы есть человек, вы самый лучший, вы самое замечательное, только вы и никто другой. Для чего? Да, чтобы пришел император, ну, то есть, и тут идет такое, что вы можете встретить человека, который будет и по судьбе, это может быть и деловой человек, быть с вами вместе, вести какое-то дело, а также это может выйти и семейная жизнь. Тут идет, да, кто или что. Это произойдет как-то так невзначай. Человек, возможно, приедет откуда-то, или вы куда-то поедете, где вода. Кто или что. И вы отбросите, вот знаете, тут идет что? Чтобы это все произошло, нужно отбросить это прошлое, где вы считали себя рабом, повешенным. Что почему у меня все как-то не так? А сейчас очень сложные вибрационные такие идут потоки. И превратиться в дурачка, потому что дурачкам всегда везет. Дурачок всегда знает дорогу, и эта дорога его всегда приведет к изумрудному городу. И если хорошо петь песни, и перестать печалиться о прошлом, и у вас наступает, действительно произойдут какие-то подарки, и это действительно что произойдет? У кого-то это семейная радость, у кого-то будет рождение ребенка. Почему это общий расклад? И для чего? А для того, чтобы вы взлетели как ангел и поняли, что за свое счастье, оно только ваше. Счастье – это мимолетная эмоция, радости. Но вы должны ее запомнить, и за свое счастье, за свою жизнь нужно продвигаться вперед. И все сорняки с корнем выкорчевывать своим мечом, а крыльями лететь в великую даль радости и счастья. Пишите «принимаю», «приобретаю» жизни и счастью, себе дорогу открываю, а врагов всех удаляю. Да будет так, вышла семейная карта радости и жизни.